Девочки, мальчики, ну что, я рада приветствовать вас в основных пространствах нейроведьмы. О чем сегодня поговорим с вами? Ну, давайте поговорим о тех изменениях, которые могут прийти в вашу жизнь. Я, знаете, правда, вот немножко ухожу в состояние сопротивления, снимая подобные расклады, потому что понятно, что все мы хотим очень ярких изменений. Ну, особенно, когда долгое время они не получаются. И вот есть категория людей, которые сидят на попе ровно, потому что у них нет энергии, ну, что-то изменить в своей жизни. Знаете, вот когда есть желание, да, но при этом приоритеты совсем в другом. И вот такие люди приходят ко мне на консультации, и действительно, вот, Анна, как я могу там изменить свою жизнь? И прям крик души, и, вы знаете, внутренний ребенок плачет, и мне очень жаль, да, такого человека, потому что я, к сожалению, мощный эмпат. Я это все чувствую. И когда мы начинаем разбирать сферы жизни, я понимаю, что человек сам у себя вообще не в приоритете. Все что угодно в приоритете. Да, там, допустим, помощь родителям. Ну, понятно, что родителям нужно помогать. Но бывает такое, что там даже до сепарации не доходит, человеку уже самого, извините меня, хорошо за 30. Так, к примеру. Или там, я не знаю, дети, при этом развод, и понятно, что нужно тянуть ребенка, и не сильно бывший муж там участвует, и мы, значит, живем ради кровиночки. Или мы упарываемся в нашу работу и карьеру, и, к сожалению, потом понимаем, да, что не очень счастливы, потому что, собственно, деньги есть, реализация есть социальная, а вот личная жизнь там страдает, потому что, опять же, смотрите, все, куда мы не вкладываем энергию, оно для нас не в приоритете. Если не в приоритете, ну, соответственно, как что-то там может измениться. Поэтому периодически эти приоритеты нужно менять. А вот бывает такое, да, что у тебя есть какая-то миссия все же, ну, может быть, цель жизни, кто-то это мог выстраивать нумерологически, да, знает, что у него там есть какая-то цель жизни, например, вам натальные карты, да, говорили, или, собственно, те навыки, которые вы развиваете, и вы вот задумываетесь, да, ну вот предназначение, оно же есть какое-то, вполне возможно, это предназначение, оно ведет, и вы уже с детства его знаете, но по какой-то причине, значит, оно было закрыто, потому что мама там сказала, какое тебе творчество, иди, значит, в бухгалтерию, или наоборот, знаешь, мы очень сильно прям боимся денег, да, и относительно вот этих всех историй выученной беспомощности выбираем потом мужчину, который, собственно, занимается этим всем, да, контролируя вопросы, и как бы сажает нас там в позицию домохозяйки, а оказывается, наша ведущая энергия – это император. И если мы, соответственно, качаем вот эти энергии, может быть, знаешь, там даже есть некое предназначение у тебя по императору, там, да, управлять империями. Как знать, да? То есть вот это же все на самом деле вопрос приоритетов. Слышим мы себя, не слышим, знаем мы себя, не знаем. И в какой-то момент мы задумываемся, да, у нас вот может быть какая-то переломная точка, да, а я что-то вообще могу изменить в своей жизни? Вот мы смотрим, как живут другие люди. Есть ощущение, что они исполняют наши мечты. Вот у вас было такое? Вот вы смотрите там, допустим, на какую-то звезду с экрана, и тоже хотелось бы так, потому что кажется, что у нее там легкая жизнь. Или вы смотрите на какую-то более успешную подругу, там, вокруг которой вьются мужчины, а у вас там 2 коллеги в 3 ряда и те абьюзеры, да? Мы же думаем, вот, ну, хочется там, хочется туда. И мы как часто не задумываемся, что, может быть, нам каких-то качеств энергии не хватает, да? Или это внутренние блоки, которые нас там, ну, мешают, как бы тормозят и прочее. И хочется, собственно, разобраться, как же оно так все работает в мире, да, потому что что-то кому-то дается, да, вам что-то не очень дается, на вас всегда подарки заканчиваются, короче, у Деда Мороза и так далее. Я спешу поздравить вас, если вы над этим задумались, вы уже не безнадежны. И кризис – это, ну, та точка, да, после которой может быть рост. Да? Рост может быть как вверх, так и вниз, потому что если нам не хватит энергии, если мы не поменяем приоритеты, когда находимся в кризисной ситуации, мы скатимся вниз. Если, соответственно, мы поймем, что пора повышать условно наш вибрационный уровень, разобраться, кого же я хочу видеть в зеркале, кого я хочу видеть, что я транслирую в мир, что я получаю, какой у меня энергообмен и прочее, вот здесь начинается ваш личный путь героя. И вот этот путь героя я поместила в проживание арканов. То
То есть у нас с вами есть большая программа, ее уже многие называют программой по самовывозу. Вот относительно проживания старших и младших арканов даже записано отдельное видео с отзывами. Я, возможно, попрошу администратора, да, вставить ссылку на это видео, и вы увидите, что там никакие не боты, не накрученные отзывы, это живые люди, и как горят их глаза, и как меняется энергия, как они там дальше идут в какие-то мои проекты, да, и программы лояльности, потому что у нас там есть и финансовые марафоны, которые работают. Я же не буду, конечно, говорить, моя работает, а никакие другие не работают. Ну, вы же, наверное, понимаете, да, что многое происходит в поле создателя, да, многое. Вот. А у меня оно исцеляющее. Я вот стараюсь все-таки поддерживать себя на достаточно высоком вибрационном уровне. Ну, конечно, все мы как бы женщины, да, не получается, естественно, там питаться манной небесной исключительно, но как бы мне важно. Мне важно, чтобы там сильно не сплетничать, да, мне как бы важно, чтобы какой-то грязи вокруг меня не было, да, в интриги меня там всякие не впутывали, не втягивали. Я какими-то чернушными практиками там не занимаюсь, всякими этими стягами, крадниками, коперами. Как-то, знаете, мне чистенько хочется жить, вот. А ощущение чистого тела и чистой души – это еще бесценно. Это правда там тебя выносит на какой-то очень красивый уровень. Вот, собственно, в моем поле поэтому происходят такие благостные изменения, конечно, если вы к этому готовы. И вот об этом проживании арканов. Если вы уже этим всем насытились и понимаете, что вы взяли максимум, да, есть следующая часть, это манифест. Манифест – это очень плотный такой курс, ну, он образовательный. И это первый в русскоязычном пространстве курс по практическому колдовству с элементами культуры, антропологии. То есть, если вы у меня проживали арканы, то, наверное, заметили, что лекционный материал очень интересный. Я тоже, опять же, ловила отзывы, когда кто-то из девочек мне говорил, Анна, вас слушает даже моя мама. Вот. Ну, то есть, как бы это про то, что действительно очень полезный, даже не столько развлекательный, да, образовательный контент, но я его не усложняю. Наверное, можно сказать, что он даже немножко науч-поп, да, все же. Вот. Сложные вещи, да, простым языком. Ну, плюс еще, конечно же, работающие практики, которые вообще не противоречат, например, вашей терапии, потому что меня как бы терапевты одобряют. То есть можно проживать арканы и проходить терапию, ничего не накладывается. Я, кстати, тоже прям переживала по этому поводу, потому что бывает такое, что мы вытаскиваем какие-то глубинные слои, да, вы плюс еще в терапии, не помешает ли это вам? Нет, это просто наоборот освобождает запрос, с которым можно прийти к вашему терапевту, да, и, соответственно, дошлифовать. Если нет возможности на терапевта, то это прекрасный самовывоз, который позволяет вам не только нейронные связи там перестроить, да, но и, опять же, внедрить это все в вашу жизнь. Сказать, что там может что-то глобально поменяться, но если вы сами того хотите и как бы к этому готовы. Вот. Бывает, что глобально не меняется, но при этом ситуация происходит те же самые, ты уже смотришь на это все другими глазами, реагируешь, да, иначе, да, вот, и у тебя больше ресурсов на решение тех проблем, на которых раньше вообще не было ресурсов, да, или фокуса не было. Ну и, как правило, чем как это сказать, чем проработаннее, наверное, да, какая-то травматическая ситуация, тем проще ее убрать. То есть иногда на поверхности, и вот вы готовы уже избавиться, потому что вы уже увидели, услышали, что говорит, кричит ваше бессознательное, да, через то, что проявляется для вас из мира, да, и то, что вы проявляете в мир. Вот. И это убрать легко достаточно, и можно даже медитативным способом, можно даже сильно там как-то прям без радикального прощения, без там когнитивно-поведенческой терапии. Ну, понятно, что огромное количество инструментов различных, вы уже сами для себя выбираете, что вам лучше. Но когда это все на поверхности, это убирается, правда, достаточно легко. Да, потому что вот она как бы рана, вот мы вытащили ее, мы ее обозначили, мы ее увидели, да, мы очень аккуратно с ней поработали, мы ее обязательно ресурсировали, да, для того, чтобы вас вот это вот все не раздолбало. И когда я писала проживание старших арканов, я учла весь негативный опыт, с которым я сама столкнулась, когда занималась вот этими практиками самовывоза, а мне в свое время, знаете, посчастливилось в большом количестве практик поучаствовать, если я сама для себя выбирала, потому что, ну, как бы тот сценарий жизненный, который изначально вроде как был мне уготован, вот, и я захотела его изменить, потому что я понимала, что я так не хочу.
Вот, и поэтому я долгое время вот этими практиками самовывоза занималась. Она лет 17. Вот, лет 17. Да, вот. И не все практики были полезны, а не все специалисты, которые встречались на моем пути, были, опять же, одинаково. Не все йогурты одинаково полезные. Да, кто-то расшатывал мое поле, например, там, в системных тренировках, расстановках. Вот. Я долгое время была заместителем там по Хеллингеру, потом в моей жизни случались всякие неприятные вещи, потому что я не рассоздавалась с этим всем, да, и брала на себя чужое. Ну, вот это все, знаете, когда люди не подготовленные, когда много умалчивают, когда там не очень хорошие специалисты. Вот, и, короче, я учла весь свой негативный опыт и старалась вообще максимально просто нивелировать в своем проживании арканов, поэтому я могу сказать, что это очень хороший продукт. Хороший, качественный, я им горжусь. Понимаете? Я им реально горжусь. А второй продукт, которым я реально горжусь, ну, в принципе, мне нравятся все мои продукты, потому что по факту я их делаю, ну, знаете как, я бы вот ровно такое же, без халтуры, да, делала бы для себя, потому что я все проживаю, да, на себе. И на самом деле с большой любовью к вам, потому что, ну, эгрегор нейроведьмы, понимаете, он выращен на любви. Да, и он выращен на благодарности, наверное, от огромного количества женщин, да, которые вернули свою внутреннюю силу. Вот, и мы его как-то, знаете, подкармливаем, мы его очень любим. Он у нас находится в относительно чистом пространстве. Да, там, где мы можем, правда, растить свою внутреннюю силу, соединять с внешними источниками и уже непосредственно творить магию. Да, красивую магию, которая обладает несколько феминной философией все-таки. Потому что в приоритете женская сила, без упоротости. Это не то, что там мужчины какие-то не такие. Там, ну, понятно, что друг другу все много боли причинили, но это все-таки про исцелительные, исцеляющие процессы. Вот, но это, да, такой, знаете, этот заповедник прекрасных женщин, как я называю. Но больше это, конечно, женская история. И, соответственно, в манифесте я с точки зрения антропологии, культурологии и прочего, я просто перелопатила огромное количество материала, да, там докапывалась там к историкам и прочее, к первоисточникам, что-то пыталась искать по возможности. Опять же, я создаю для вас очень стройную структуру. Мне очень важно, как оказалось, структурировать, да, делать понятными непонятное. И тогда я понимаю, что в моем пространстве, в вашем, в частности, меньше мракобесия, да, если все-таки мы хотим в магию, да, пусть это будет красивое, кристально чистое знание, да, и это достаточно сразу дает высокие доступы, во-первых, а во-вторых, вы не вляпаетесь в то, что очень часто 95% вляпываются женщин, которые что-то пытаются изменить в своей жизни с помощью магии, да, и не зная, не понимая действия всех этих структур, энергии, взаимодействий, к сожалению, ловят себе контракты с магическими силами, да, и расплачиваются за это долгое время, ну, или, соответственно, ловят какие-то негативные установки, так-то, например, что если мы идем в магию, то плата там за дар – это одиночество, ну, это такой бред, потому что, я не знаю, в моей реальности я все это доказываю, существует огромное количество счастливых женщин, которые действительно с доступами, которые управляют своей жизнью, своей энергией, да, и там как-то и личная жизнь, знаете, присутствует. Ну, понятно, что тогда, когда ты разобрался, что тебе нужно на самом деле, да, потому что бывает такое, что, ну, как-то мы себя не знаем и не понимаем, да, и ловим те отношения, которые нас не развивают совсем, вот, или не готовы встретить человека, но при этом мы ничего не делаем, мы считаем себя избранными белыми воронами, я же такая магиня. Я это сейчас просто ловлю, ну, повсеместно и, собственно, пытаюсь рассказывать вам, что так, а что не так, на своем опыте, который, знаете, только множится. И от работы с людьми, и от личных практик. Вот, мне вообще кажется, что я скоро стану самой образованной и адекватной во всем пространстве. Ну, это так все, знаете, надо было медальку надеть на себя. Итак, изменения, которые скоро придут в вашу жизнь, посмотрим, чего касаются. Первый камешек у нас оранжевый, второй зеленый, третий синий. А все ссылки на наш проект, про который я рассказала, спрятаны в закрепленном комментарии. По большей части удобно присоединиться через Boosty. Да, напомню, что это подписка. Да, подписка на условно закрытый клуб нейроведьмы, который дает вам огромное количество лояльности, всяко разной. Да, можно даже посчитать с точки зрения финансовой выгоды, сколько вы получаете.
Вот. Получаете вы на самом деле очень много, такую безграничную сокровищницу, которая, собственно, еще и пополняется, потому что там есть эзотерическая библиотека, там есть проживание арканов, чуть-чуть обзоров, колод, есть в записи менторства на мое 10-недельное. С одной стороны, по повышению самооценки, с другой стороны, я там тоже очень интересные практики даю, которые необычные, и которые, знаете ли, тоже немножко нас уже подводят к той заветной двери, да, которая про магию. Ну, то есть там тоже уже про взаимодействие энергии и всякие интересные плюшечки женские, такие лайфхаки. А есть финансовый марафон, да, который, в принципе, если я буду афишировать результаты, которые получены, вы не поверите, потому что у вас будет ощущение, что такого не бывает. Потому что я сама, знаете, немножко ухожу в сопротивление, и как-то вот, учитывая, что я же не раздуваю его с точки зрения маркетинга, он такой ламповый, поэтому я как-то сильно не афиширую эти изменения, которые там происходят, то есть люди мне пишут. Вот. Есть у меня еще специальная такая закрытая группа в Telegram, да, там люди просто пишут отзывы. Ну, то есть вот если есть желание, там, то есть они пишут, и там большое количество, опять же, людей пишут про изменения, тоже дают мне обратную связь, что помогает мне делать мои программы еще лучше. Так, окей. Мне кажется, что, знаете, если бы в нашей стране были какие-то сертифицированные все же, да, там, адекватно сертифицированные центры, то как бы программы и продукты нейроведения, они действительно занимали бы очень высокие, не знаю, что там, высокие, наверное, места. Но, видите, я не хочу участвовать ни в каких премиях, потому что я не верю в их качество, а для меня это не та история, чтобы я во что-то некачественно выступала. Самоназванные вот эти все эзотерические центры, которые что-то проводят какие-то сертификации, мне это вообще не интересно, потому что это не приоритет для меня. Да? То есть если это будет что-то приоритетное, я вообще в качестве никоим образом не сомневаюсь. Вот. Ну окей, ладно, давайте смотреть. Давайте смотреть изменения, которые придут в вашу жизнь. Окей. Давайте смотреть изменения, которые придут в вашу жизнь. Вы знаете, вот я уверена, что по всем трем вариантам что-нибудь да случится, потому что дракон, да, если кролик у нас мог быть более таким лояльным, то, знаете, не с той точки зрения, что я сейчас буду вам рассказывать, что год кармический. Я сейчас знаю, что очень много этим всем манипулирует и везде, во всех каналах, там, кто там помогающий практик, там будьте аккуратны, год кармический, что потопаешь, что и полопаешь, там, это все, дракон всех типа накажет, плюс еще високосные и прочее. Ну, и понятно, что многие ждут прекращения, да, страшных событий, которые происходят в мире, в ряде стран, да, потому что считают, что многим, значит, прилетит, короче, на орехи за вот этот звездец, который развязан условно, да. Но я не с точки зрения всех вот этих бадзи, философий, там что-то еще, там натальные карты, там как выстраивается взаимодействие. Но вот смотрите, я с точки зрения понимания энергии. Вот у меня там своя там личная система, опять же, она не теоретическая, она основана на очень интересных практических источниках, но смотрите, как бы энергия дракона, она достаточно мощная. Если мы берем с вами ту же самую драконианскую магию, которая достаточно жесткая, она считается типа чернушная, потому что про всяко разный негатив, да, про там, призыв демонов и прочим, потому что драконианская магия одна из самых важных драконианских там богинь, да, темного порядка, богинь хаоса, Тиамат, и, значит, взаимодействие с ней изучается как раз в магии хаоса. Это богиня старой волны, потому что есть богиня новой волны, да, условный свет, как бы, а это прям первозданная тьма, да, и она достаточно жесткая мадам, извините меня, вот. Я как бы с ней пыталась взаимодействовать, благо не с ее детьми, потому что что-то мне прям хватило ума туда не лезть. Я понимаю, что это очень сильная, мощная энергия, но как-то я с вот этой всей змеиной, короче, демонической историей не мэчусь. Уж тем более, зная, как это все прям призывается, я, в общем, к этому не готова. Я думаю, что можно найти других покровителей. Ну, короче, и сама по себе энергия, она же очень мощная. Да, она мощная, и здесь, в принципе, если мы в практике, если мы... Ну, этой практики я имею в виду, что, давайте, это все те, кто знают и понимают, что все в мире управляется с помощью энергии, да?
Ну, энергия как бы есть самая ценная валюта. Вот. И здесь можно же этого дракона, по сути, оседлать, да. Здесь, правда, можно создать намерение, да, запустить вот эту энергию, ну, не знаю, в мирное, не в мирное русло, но, опять же, нужно договориться. Мы сейчас посмотрим, сможете ли вы договориться, да, чтобы запустить мощные изменения в своей жизни, абсолютно по всем 3 вариантам. Надо было, кстати, это в болталку внести, да, но у меня просто административка была относительно проекта. В общем, я так немножко буду освещать во всех вариантах эту тему. Вот. Опять же, энергия очень мощная. Давайте смотреть, насколько вы готовы к изменениям. А потом будем смотреть, какие изменения вас ждут относительно ситуации, которую сейчас увижу. Вот, посмотрим, что мы можем с вами, может быть, даже скорректировать. Вы водяной дракон, наверное, да, судя по всему? Забыла, что я работаю на колоде, которая называется «Фольклор Таро», да. От английского, собственно, это народные знания, можно сказать, да, народный свод законов, народные предания, верования и прочее. И здесь вот как бы в этой колоде сосредоточены эти персонажи разных мифологических, да, структур из разных там стран и разных этих временных периодов. Вот не помню, может это, конечно, лосось познания у нас, как знать. Как знать. Но у меня что-то ощущение, что вы к началу года можете осознавать, что вы как будто оторваны от своих, что, может быть, тот образ жизни, который вы ведете или хотели бы вести, он немножко вас отстраивает от окружающих, и что-то вы немножко можете чувствовать себя... Ну, знаете, есть такое понятие, как рыба в воде, а есть понятие, как рыба об лед. И вот если вы какое-то время бились жабрами о лед, вы, скорее всего, немножко будете уходить в темную воду, потому что энергия отшельничества подразумевает все-таки рефлексию. Послушайте, это абсолютно нормальное время для зимы, если вы сейчас смотрите в зимний период, потому что, ну, как бы это правильно, да, это смена циклов, это как бы колесо года, и сейчас мы уходим в состояние рефлексии. Нормально все, не переживайте по этому поводу, что еще за энергия у нас. Вот, темная вода, но знаете, есть ощущение, что вы как бы поневоле в этой темной воде, может быть, вы хотели бы ее, знаете, пробить, да, может быть, вы хотели бы, чтобы вас услышали, вот, а вы немножко спрятаны, либо вы сами себя спрятали в эту темную воду, соответственно. Но, кстати, прям действительно энергии драконианской богини могут быть, потому что я в свое время в зимний период, да, пыталась как бы с ней работать. Ну, я же говорю, что мне через демоническую историю, я же читерством вот это занимаюсь, мне уже вот это, вот. И она так, знаете, контактная, на самом деле, мощная очень, древняя. Вот, может быть, знаете, у вас есть какая-то связь с... Ну, внутренняя связь, да, с, допустим, божествами, да, которые у нас про подземный мир. Потому что вы под землей находитесь. Ну, смотрите, темная вода, может быть, там подвал. Вот это просто энергетически, понимаете? Это энергетически. Вы спрятаны, либо вы спрятались. Сказать, что вы сейчас фонтанируете какими-то идеями, что вот там радость жизни, еще что-то, нет, вы спрятаны. Либо вы сознательно это делаете, да, либо как-то, может быть, и нет. Угу. Смотрите, здесь, наверное, еще вот такой какой-то момент, что не время проявлять любовь. Да и как-то любви в вашей жизни сейчас не очень-то много. Может быть, вы по этому поводу страдаете, но не сильно показываете эмоции. И они, безусловно, есть и не спрятаны, но именно потолще, знаете, вот этой снежной воды, черной воды, понимаете? Вот там такая интересная история, что я буду, наверное, заглядывать в колодец, да? А колодцы, кстати, по преданию являются тоннелями, да, лиминальными пространствами, да, которые связывают мир материальный, условно, с миром духовным. Может быть, вы правда, знаете, немножко провалились в это состояние, да, такой переходный период. Или, знаете, например, вот когда я приводила пример, Алиса, которая прыгнула в кроличью нору, и она вообще не знает, что там такое, то есть она пока еще летит в колодец.
Вот. Или, знаете, Элли, которая, собственно, в своем домике пока еще, знаешь, несет непонятно куда. То есть это вот пока период, когда она еще не приземлилась в эту волшебную страну Оз. А Элли — это как бы изумрудный город, Доротин, да? То есть вы еще пока, у вас ураган, короче, куда-то несет. То есть либо вас какой-то водоворот, смотри, прям затягивает, захватывает, да, и вы как бы уходите немножко там. Ну, потому что вот сказать, что сильно видно ваше присутствие в материальном мире, что вы сильно там проявляетесь, нет. Вот не видно. Чувствуете, что ваше, смотрите дальше. Обещал вам странные сигнификации, правда? Сказочные вы мои персонажи. Давайте так, а как вы сами себя чувствуете в этом всем? Как вы сами себя чувствуете? Ну, вы считаете, да, что вас как будто взяли на ручки, при этом вы пытаетесь доверять по звезде, да? Ну, как будто вот все идет в правильном направлении. Или, например, вас там взяли под покров, да, что-то такое. То есть вот я вижу ощущение спокойствия какого-то. Вижу ощущение спокойствия, взаимодействия. Если вы правда действительно у меня про то, что вы правда взаимодействуете с божествами или там, с энергиями какого-то тонкого порядка нематериального мира, вот есть ощущение, что вы все понимаете, что с вами происходит. У вас нет ощущения паники, понимаете? У вас нет ощущения того, что я не знаю, что-то со мной происходит. Это вот какой-то момент замирания, какой-то момент, знаешь, там. Тут бы еще бонусом бы четверка бы мечей, но я прям там не вижу, что вы болеете там, или как-то вы сильной энергии там нет. Энергия это есть у нас, нам же нужна на изменение. Вот, посмотри, как оно все с точки зрения высшей силы. Это прям покров, смотри, звезда Иерофант. Вот так вот. Может, вас высшие силы сейчас спрятали, знаешь, такой накопительный период, который должен, собственно, в твоей жизни произойти. Может, к чему-то готовят, давай спросим. Да? Вот эта вся ситуация, вот с точки зрения высших сил, что тебя спрятали, или ты чувствуешь себя спрятанным, или где-то между мирами. Это о чем? Да? Это вот такой период вынашивания, вызревания, да, карта умеренности. Может, кто-то будет, ощущение кокона на себе будет ощущать. Умеренность, то есть немножко в забвение, да, ушли мы. Ярко не проявляемся, немножко мы в забвении. Не совсем, что это, кажется, смерти нас забыли. Нет, это умеренность, это такое, знаешь, состояние. Да, состояние перехода, состояние созревания, состояние, когда вполне возможно начинают формироваться либо какие-то новые нейронные связи, новая личность, новые качества личности, что-то в твоей жизни реально меняется. Да, это вот тот маленький росточек, который вот он растет, он пока под землей, он пока еще не проявился. Ну, уже что-то меняется, да? Но опять же, ты же зачем-то опять вот проявишься. Давай смотреть, какие изменения тебя ждут. Давай так, будут ли изменения, которые тебя касаются, вот действительно сильнейшими, как я об этом заявила в раскладе? Как я об этом заявила в раскладе? Будут ли они сильнейшие? Ух ты! Тут знаешь такое ощущение, что они могут, как это сказать, происходить через сопротивление. Через сопротивление, потому что семерка жезлов, вот у нас все же это те одуванчики, которые прорастают сквозь асфальт. Да? Ты будешь рад этим изменениям? Давай посмотрим. Рад будешь? Посмотрите, дает силу, тебе дает новые скиллы. Ты вот реально тот одуванчик, который прорвется сквозь асфальт. Знаешь, что есть ощущение, что там какая-то темная вода или асфальт, или еще что-то, да? То есть, а ты прорвешься однозначно. Это будет. Это дает тебе, смотри, вот эти ощущения силы. Да? Это новые скиллы, это вот рождение чего-то прям нового, мощного очень, да? То есть вот эта вся скорлупка, вот этой оболочки там с тебя слетает, и ты прям проявляешься. Круто, мне нравится. Давай смотреть для чего, какие там события. Изменения, да, не события, наверное, изменения какие будут тебе, сильнейшие при этом, смотри, как бы энергия у нас, смотри, тебе же дается вот эта сила пробить асфальт. Мне кажется, будет мощный рост, да. Давай смотреть, какие изменения. Однозначно изменения в лучшую сторону, и при этом они стремительные. Смотри, вот такое ощущение, что ничего не происходит, а потом раз, начинается вот такой резкий прорыв, да. Рыцарь жезлов, вот здесь единороги, скорее всего, прискачут к тебе.
Паж Пентаклей. Как интересно, смотри. Либо твой маленький бизнес, маленький проект начинает приносить плоды, да, там Паж Пентаклей, соответственно. Может быть, это момент нового какого-то обучения, да. Это момент, когда в твою жизнь, по сути, опять приходит какая-то новая энергия, новые события по Пажу Пентаклей. Часто они связаны очень с обучением, либо это про то, что какой-то человек может прийти в твою жизнь, может быть, либо младше, либо изначально ты не воспринимаешь его всерьез, но он не придет просто так, он придет зачем-то, он действительно придет принести как бы изменения в твою жизнь, да. Я уже не могу всем в год дракона пророчить как бы рождение младенца, но здесь вот может быть такое, да. Смотри, Паж Пентаклей, и как бы карта шута еще. Но все-таки я тебе хочу сказать, что это вот человек придет в твою жизнь. Либо младше. Ну, он придет, смотри, как учитель может прийти по Пажу мечей. Студент, может быть, какой-то, правда. Или там преподаватель. Сейчас посмотрю, о чем здесь Паж мечей. Может быть, знаешь, это какое-то взаимодействие изначально там в интернете. Ты человека не воспринимаешь серьезно, да, но он занят каким-то делом, не просто подглядывает по Пажу мечей. Потому что здесь вот с каких-то подглядываний, с каких-нибудь там, не знаю, взаимодействий с этим человеком явно в твою жизнь придет что-то интересное, что-то хорошее. Может, твою самооценку прекрасную разглядят наконец-то, да? На самом деле человек приходит, чтобы принести то, что ты давно ждешь. А что ты давно ждешь? Да? Избавление, смотри, 10 жезлов, да, 7 пентаклей. Уже, собственно, хочется, смотри, либо подтверждение своей ценности, либо здесь сейчас посмотрю, чего касается роста. Да, скорее всего, этот момент, смотри, подтверждение ценности, да, ощущение того, что, может быть, кто-то что-то тебя когда-то либо не выбирает, либо для карьеры, для жизни и так далее, да. Вот. И здесь достаточно давно либо обида по отношению к человеку, либо какие-то неразвязанные там отношения. Вот приходит, смотри, новый человек для того, чтобы изменить твою картину мира на какой-то легкости, да, что-то еще. То есть он изначально тоже не понимает своей внутренней силы помочь тебе это сделать. Ну, вот, знаешь, с точки зрения высших сил, вот тебе этот человек дается. Может, человек дается для отношений, знаешь, может, это взаимодействие на работе, но это человек, который дает тебе, безусловно, руку помощи. Зачем он приходит с точки зрения высшей силы? Ну вот видишь, как показывает вот королева чаш. Для открытия чувств, эмоций, для любви, кстати, может быть, еще. Ты знаешь, он тебя просто действительно подсвечивает, как бы, что вот это вот твой период прозябания, условно, в этой темноте, да, подходит к концу, но это, опять же, не про то, что он становится каким-то очень важным главным императором. Да, это, скорее всего, просто очень какой-то хороший друг, да, которого изначально ты просто вот не видишь абсолютно с собой там рядом, да, но при этом смотри, какие интересные события. Эти человек какую-то радость прям в жизни приносит. Вот, смотри, как бы маг и чаш. Вот для пробуждения, вот какие события, да, важные, которые придут, соответственно, изменения, да, это твое вот это, пробуждение, да, с помощью человека, которого ты изначально даже не рассматриваешь, что он действительно может обладать такой мощнейшей силой. Еще хочу сказать о том, что здесь человек приходит, чтобы ты проработала свою установку, да, что с тобой что-то не так, вот, что все с тобой на самом деле так. Это вот он тебя приходит подтвердить, что все с тобой на самом деле так. Все нормально, все ты можешь чувствовать, ощущать и прочее. Двоечка, ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами. Сейчас мы посмотрим, сильнейшие ли будут изменения в вашей жизни, чего они будут касаться. Просто когда мы говорим слово «сильнейший», мы опять же усиливаем, да, энергию, усиливаем процессы.
Мы сейчас посмотрим вообще, в каких вы энергиях находитесь. Да? Такая небольшая сигнификация. Давайте, кто вообще передо мной сейчас? Слушайте, ну, тут вот такое хитрое что-то существо, наверное, вы, да, сейчас. Ну, потому что паж жезлов, да, паж жезлов, смотри, как бы энергия есть, безусловно, паж жезлов, да, это может быть какая-то свежая достаточно энергия. Ощущение, что правда ты можешь немножко даже власти над людьми какой-то обладать. Я просто немножко еще рассматриваю кицуне, да, тут 9 хвостов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. Ну, в курсе, значит, у нас девочка-художница. Я же так понимаю, что это девочка вроде была, да? Я просто читала интервью с создателем этой колоды, не так, чтобы там мне было что-то интересное, потому что типовое что-то интервью. Вот. Ну, мне казалось, что это девочка рисует, да? Женская какая-то рисовка. Ладно. И вот, собственно, как бы вот эта энергия, она про, если с точки зрения кицуне, то вы хитроватые там ребята, потому что получаете свое, а потом, значит, это прокусываете вилочковую железу и высасываете мозг. Ну, это, в принципе, как бы двойки. Вообще ничего не удивительно про вас. Угу. Да, есть такие. Есть такие вы, короче, ребята. Ой, слушайте, ну давайте так. Я уж это опять не... Это, как это сказать, жить здорово, да, и прочие вот эти все программы, но я бы вас, конечно, на чисточку-то отправила бы, потому что есть ощущение, что что-то могло вредоносно это присосаться. Не ваша немножко энергия. Вот, поэтому я бы вас, конечно, почистила бы. Вот. А с другой стороны, вот если вас конкретно читать как характеристику, я просто хочу понять, ваша или не ваша, потому что вы немножко вне своих энергиях, вы немножко в каких-то инородных. Вы немножко в каких-то инородных. Угу. Угу. Смотри, тут вот такая история, что ты всячески ищешь выход, ты ищешь путь наверх. Ищешь путь наверх. Может быть, это социальный лифт, может быть, это какие-то правильные знакомства, да, может быть, это взаимодействие с нужными людьми. Сейчас посмотрю, о чем твоя личная шестерка мечей, потому что это карта перехода. И ты сейчас на данный момент вот по пажу мечей либо просто голову сломал, как вот, да, выйти как бы в это состояние дальше, либо это пока немножко читерство, поэтому высшие силы тебе это не очень это все подсвечивают. Сейчас я посмотрю, о чем здесь паж мечей. Немножко как бы вот видишь, немножко инородная энергия. Здесь знаешь почему? Потому что долгое время сидим в умеренности, типа ничего не происходит, мы начинаем нервничать, да, начинаем нервничать. А нам этот переход обязательно нужен по шестерке мечей. Что он нам даст? Что он нам даст? То, что мы как бы сами пытаемся раскачать пространство, да? Что он нам даст? Так вот, он даст нам... Смотри, исполнение наших каких-то желаний, опять же, он даст нам ощущение востребованности, ценности, да, то есть мы хотим куда? Мы хотим нашу шестерку жезлов, мы хотим наш личный лавровый венец и въехать на белом коне, да, в город победителем, условно. Сейчас, пока возможности это нет, то ли вы пытаетесь, знаете, где-то занять чужой трон, да, либо просто, скорее всего, ищете те города, да, в которых вы легко сможете стать там победителем и, значит, править народом. Я бы, знаете, как это перевела бы в бытовой язык, если вы в разработке каких-то своих проектов и пока ищете целевую аудиторию. И немножечко там себе поломали голову. Давайте так, вот то, что вы надумали, то, что вы хотите сделать, короче, это правильный для вас шаг? Не совсем.
что-то вы, короче, ребят, пошли не туда, и нам просто показывают. То есть, смотрите, говорят, что дорога могла бы быть легче, если бы вы, типа, либо не усложняли, либо не выбирали бы для себя заведомо очень сложный путь. Ладно. Потому что там пока перекрыто, а вы все пытаетесь, короче, перелезть через забор. Хорошо, а откроются эти дороги? Или вообще нам нужно другую сторону выбирать? А это не от вас зависит, откроются они или нет. Да? То есть пока с той стороны кто-то вам не дает ключ. Да, или кто-то там. Это не от вас зависит, правда. Или вы, знаете, надеетесь на чью-то помощь, на чье-то партнерство, но дракон пока говорит, что нет. Да, это пока иллюзии, то есть вы как будто вот себе нарисовали дорогу, да, включили, допустим, каких-то определенных людей, которые там вам эти, да, подсветят путь, там фонарик дадут, ключи, там, да, помогут, там, допустим, на переправе и прочее. Но это вы как будто выстроили эту картину, а с точки зрения, собственно, высших сил, короче, это немножко не так. Это немножко не так. Ну ладно, давайте смотреть. Итак, давайте так, как вы себя на самом деле в этом всем чувствуете? Вот, нужны какие-то двери, они не открываются. Как вы себя чувствуете? Ждете? А что вам еще остается ждать? Ну, ждем мы, да? Ждем. Ждем благоприятный шанс, ждем благоприятное время, ждем моря погоды, выжидаем пока, да? Что-то нам туда еще нужно делать? Деньги? Королева Пентаклей? Десятка чаш. Слушайте, ну максимум, что мы можем вот делать, все, что мы делаем, оно должно быть по любви, да? Может быть, оно должно быть семейным. Вообще, как бы не то, что это прям карта семьи. Сейчас здесь посмотрю. Королева Пентаклей, десятка чаш, рыцарь мечей. Так, что-то подождите. Мы с кем-то должны что-то отсечь по рыцарю мечей. Так, а если мы что-то отсекаем? Если мы что-то отсекаем, то что происходит? Аж пентаклей, девятка жезлов, карта солнца. Смотрите, здесь какая интересная ситуация. Чтобы лед тронулся вот по вашей ситуации, чтобы те изменения произошли, которых вы ждете, нужно снизить давление. Нужно просто снизить давление. Можно вообще просто отойти от этой двери, короче, которая пока не открывается. Итак, давайте. Сильнейшие изменения, которые придут в вашу жизнь. Сильнейшие изменения, которые придут в вашу жизнь. Ну вот смотри, звезда. Это что у нас? Новый путь? Может это быть новый путь? Потому что прям выход на какое-то свое, да? Кто-то еще говорит на предназначение, кто момент духовности, там, повышение качества жизни. Звезда королева Пентаклей. Ну, как интересно. Да, королева Пентаклей, король чаш. Так. Так, и что этот король чаш? Смотрите, здесь в любом случае, если это касается, допустим, каких-то взаимоотношений и прочего, кто-то примет решение. Кто-то примет решение, выйдет, усмирит условно своего дьявола. А вот если кто-то примет решение, то, возможно, кто-то от кого-то даже откажется. То есть, вот смотрите, какие сильнейшие изменения. Здесь просто нужно выйти из иллюзий. Нужно выйти из иллюзий. И, ну, я не могу сказать, что это будет болезненно, потому что явно башня здесь не прослеживается. Но опять же, вот смотрите, король чаш, да, четверка чаш. Вот если, опять же, это касается какого-то человека,
Вот у него по отношению к вам ощущение какой-то недосягаемости, да? Звезда и как бы королева пентаклей. Или, соответственно, если вот это ваше сердечко, да, что-то, вы пытаетесь биться там в какую-то дверь, которая пока не открывается, соответственно, в какой-то момент психуете и на своих вот этих вот ресурсах, да, из серии, что я больше туда не буду тратить энергию, начинаете прям резко двигаться вперед. Потому что опять на драме, короче, мы с вами опять стартуем куда-то в космос. Да, мы на драме прям стартуем куда-то в космос. Потому что какой-то путь, который вы задумали, он либо закрывается, либо слишком сложный. Да? А с точки зрения, смотри, высшей силы, они уже начинают вмешиваться, и где-то тебе нужно двигаться вперед. Относительно чего вмешивается высшая сила? Давай посмотрим, что у нас, какие события происходят. Ого! Тебе дается какая-то просто мощнейшая энергия, да, на изменения. Смотри. Королева жезлов, собственно, и карта дьявола. Как будто ты прям в свой какой-то расцвет, прям какой-то этой своей мощной энергии. Здесь, понимаешь, на этой мощной энергии, кстати, возможно исполнение твоих желаний, но показывает, что они какие-то мелкие, понимаешь, абсолютно мелкие. Ты мечтаешь о какой-то мелочи. То есть у тебя правда могло, может быть, больше, лучше, круче. Но ты прям вцепилась за малое-малое. Тебе будет показывать большее, понимаешь? И ты просто в какой-то момент разочаруешься, что ты так сильно прям хватаешься за малое, да, и долгое время себе отказываешь больше. Вот тогда начинают происходить изменения мощные в твоей жизни. Смотри, это могут быть, допустим, не знаю, как новое знакомство, новые отношения, да, или просто сбросить как бы груз с плеч, начинать получать удовольствие от жизни. И как, смотри, по магу все красиво разворачивается. Смотри, и отношения могут быть, знаешь, какие-то нормальные, адекватные. И опять же, взаимодействия, какие-то карьерные истории. У нас говорят, что ты что-то малое не отпускаешь. А для того, чтобы пришло больше, нужно отпустить малое, понимаешь? Потому что уже колесо фортуны должно вращаться иначе. Да, и оно больше должно быть, и больше ресурса должно приносить как-то. А ты пока еще, вот видишь, прям топчешься, все. То есть ты пытаешься идти по проторенному пути, вот, а это как бы слишком уже, это же не твоя дорога, не твой путь. С кем-то, кстати, вот после того, как ты вот куда-то уходишь, да, и снижая степень важности, с кем-то, правда, возможно, какое-то возобновление отношений. Кстати, в твою жизнь еще может прийти какой-то женатый перс, но вот если, собственно, он приходит, ну, и вот эту, или ситуацию уже ты рассматриваешь относительно этого чемодана, то вполне возможно, что может быть сделан выбор в твою пользу, понимаешь? В пользу, типа, любви и семьи. Потому что показывает, что ты прям выходишь из состояния своей вот этой, как это, знаешь, истории, когда что бы ты ни делала, не идут дела. Чё, хорошая история, чё. Вообще, на самом деле, изменения, которые должны произойти, они же очень важные и классные, вот. Но я их читаю достаточно ровным тоном и объясню, почему это тоже на самом деле такая некая словесная магия лингвистическая. Чтобы вы воспринимали это все как должное, чтобы вы сейчас не раскачали себя как бы сильный эмоциональный фон, да, а потом просто мы туда начинаем как бы накачивать энергию в эти все ожидания, да, и не дай бог начинаем говорить об этом кому-то, и это вот как-то сложно происходит. А я выстраиваю расклад, что это естественное течение вашей жизни. Вот. Потому что изменения, правда, мощные. Их не было как бы в вашей жизни ранее, да, там, потому что вы себе что-то прям качнули. Ну, как бы воспринимайте это прям нормально. Да? Ну да, вот так оно должно быть, я к этому готова. То есть, когда я говорю спокойным тоном, телу легче это пропускать, нежели я сейчас буду в экзальтации вам что-то рассказывать. Так, троечки. Ну что, я вас приветствую. Давайте смотреть происходящее с вами.
Давай, те энергии, в которых ты находишься, ну смотри, стабильный рост, да, по тройке пентаклей. Отношения, стабильный рост, работа, что-то такое. Ну, тройка пентаклей. Может, какие-то первые результаты получаешь, да, что-то запускаешь в том пространстве, получаешь первые звездочки. Ну, это такие небольшие, там, знаешь, какие-то симптомы изменений могут быть по тройке пентаклей, потому что, ну, не так уж много в этом всем энергии. Но самое главное, смотри, если ты там засеивал зернышки, первые росточки появляются. То есть, да, оно не сгнило, твое зернышко, не замерзло, там, ты правильно ухаживала, вот первые росточки. Вот так. Сельскохозяйственный расклад. Здесь, скорее всего, зреет какое-то решение, может быть, решение оставить что-то в прошлом, оставить в прошлом работу, потому что сама по себе энергия как бы короля мечей, она же очень часто про какую-то систему, да, или про взаимодействие с человеком, например, который хитрее, чем ты, может быть, ну, это смотря что, как. Может быть, ты сама или сам, да, в энергии как бы короля мечей, когда нужно очень много думать головой, да, может быть, думать головой относительно зарабатывания денег, относительно куда двигаться дальше. Ну, вот хочу сказать, что вот это вот все то, что я вижу, да, это когда говорят, что типа голова пухнет, да. Есть еще какая-то вот энергия какого-то персонажа прям настойчиво присутствует в вашей жизни. Тут, конечно, не сталкерство, но все-таки вот какой-то момент настойчивости точно. Сейчас посмотрю еще, о чем здесь. О чем здесь тройка пентаклей. Угу, понятно. Хочется больше. Хочется пробить финансовый потолок, соответственно, да. Очень сильно хочется пробить. Может, вы там с помощью кого-то его пытаетесь пробить? Понятно. Хочется, смотри, уйти оттуда, где-либо тебя не ценят, на поиск новой работы, приключений, не знаю, что, джунгли зовут, короче. Джунгли зовут, потому что ощущение, что уже грызешь эту клетку, вроде и дверь открыта, уйти не можешь. Ну, вот что-то такое, да, такой тоже переходный период. Скорее всего, много надежд возлагаешь на этот год, потому что, ну, вроде у тебя энергетически наполнено начинается, правильно понимаю? Что там у нас, как год начинается? Умеренность. Понятно. Все те же на манеж, да, умеренность, перевернутая жрица. То есть, типа, я знала, что так оно и будет. Типа, да я так и знала. А мы действительно ждем каких-то очень мощных изменений по страшному суду, потому что есть ощущение, что Дед Мороз нам сильно задолжал, да? Слушай, как тебе во всем вот в этом? Как тебе во всем в этом? Нормально, в принципе, да, ты считаешь, что вот твоя звезда, она сейчас вот-вот взойдет. Сильно мы не рефлексируем по этому поводу. Не могу сказать, что это какая-то низкая самооценка. Наоборот, нам кажется, что мы достойны большего. Да? Мы достойны большего. Достойны большего, вполне возможно, какого-то очень крутого там просто короля Пентаклей, который нам раскроет, да, нашу суть женскую. Ну, это вот здесь вам это актуально. Может, кто-то себе нагадал какого-то уже, да, на свечках или еще на чем. Вот. Ну, кто-то действительно ждет, там, допустим, предложение в этом году, да, а кто-то просто какого-то нового персонажа. Если эта история не касается непосредственно мужчины, короля Пентаклей, ну, потому что это все равно карта двора, в любом случае, король, это касается вашего благополучия финансового, да, то есть мы хотим финансовый рост, мы хотим золотого тельца. Вот. И есть ощущение, что мы все делаем правильно. А с точки зрения высших сил, да, в принципе, тоже да. Тоже да, потому что вам такое ощущение, что подсвечивают. Да? Например, мы там живем с мужем-абьюзером, он тебе говорит, ты страшная, жирная, толстая обезьяна, а я есть такой красавчик. Вот, короче. И вы в какой-то момент начинаете в это верить. А тут вот, получается, пошла с подружкой, там, да, погуляла, и смотришь, что и мужчина тебе внимание обращает, и комплименты тебе делают. Потому что, ну, это же со мной чуть не так, это ж мой чудак на букву «М». Вот. Вот какая-то такая, знаешь, история.
Ну, опять же, если это не касается взаимоотношений, это всякое может быть. На работе тебе говорят вообще, что ты хреново работаешь. Ой, слушайте, я в свое время, может, почему еще у меня страшно глаз дергается, когда мне про найм говорят, потому что, ну, столько боли, зла, личной трагедии, сколько было в найме, мне кажется, вот моя жизнь мне прям всё подсвечивала, что я, видимо, сама император, я не могу работать на кого-то. Я, короче, помню, такая была страшная ситуация. Боже, мне до сих пор себя жалко, это, видимо, непроработанная штука, но я вам расскажу, потому что я уверена, что кому-то это откликнется. Вот. Да, я сейчас прям пожалуюсь. Я до сих пор считаю, что не все твари, и я уверена, что прям всем кармически прилетело. Короче, было такое, что я 2 месяца работала без выходных, и, ну, потому что, знаете, там, типа, работать некому. Я тогда еще не могла там постоять за свои права, у меня аж руки, знаете, тряслись. А это мне приходилось как бы работать еще по системе продаж с очень нервными покупателями, у которых если что-то не так, понятно, что я была одна, я там разрывалась и прочее. Ну, я, естественно, стала факапить и косячить. И, значит, моя, типа, старшая, которая была то ли в отпуске, то ли что-то еще, ну, то есть они чилили там, типа, нехило, вот, и, значит, вызывает меня, короче, и такая: на тебя все жалуются, а ты точно хочешь работать в нашей компании? Ну, я с дуру сказала, что да. Хотя, на самом деле, мне нужно было просто все высказать и натравить на них инспекцию там по делам труда и прочее. Понимаете? И вот это же тоже вот эта абьюзивная история, которая у вас тоже может, понимаете, быть на работе, когда нифига не ценят, кто бы у них еще вообще 2 месяца работал, выручку им приносил. Понимаете? Планы еще выполнял. А тут еще оказалось, что я недостаточно хороша. Ну, это, видимо, степень же моей самооценки была задавленная просто в усмерть, под плинтус загнанной. И вот по третьему варианту вот какая-то такая история. Вот вам начинает подсвечивать, что вы сильно больше и лучше, чем вы про себя думаете. Вы в какой-то момент начинаете это понимать. Сказать, что люди типа вам говорят правду относительно того, что вы там сильно косячите, нет, это, знаете, что такое может быть? Это про то, что если вам говорят, что вы эгоисты, это потому, что вами хотят просто управлять, да? То есть говорят, вот как ты можешь быть таким эгоистом, или там тебе тяжело, да, другим людям типа еще тяжелее, да? И то есть у нас вот эти подавленные эмоции, мы вроде как не имеем на это права, потому что нас затыкают, да? Нас реально затыкают. То есть, что ты начинаешь говорить, а тебе так отмахиваются, может быть, от тебя еще что-то, да, то есть это, понимаешь, где вообще близкие люди, где не близкие, с кем я могу поговорить, с кем нет, да, там, на работе там твари какие-то, просто все серпентарий, змеюшник. И это не всегда бывает так, что да ты на себя там посмотри, это мир там тебе транслирует, то есть просто бывает, что ты попадаешь в змеюшник. А ты зайка. И такое правда бывает, понимаешь? Не всегда вот этот мир отражает. Мир отражает нам хищников, когда мы сами в себе не уверены. А то, что не змей, извини меня, а ты зайка. Ну, вот такая природа, знаешь ли. И кто-то скажет, а значит, мне тоже нужно змеей становиться. Ну, попробуй, слушай, идти против себя. Да, просто, наверное, нужно выбирать заек, которые тебя примут, и которые тоже зайки, понимаешь? Змеи должны жить отдельно, зайки отдельно. А вот у тебя вот такое, знаешь, или вот ощущение, что ты какой-то гадкий утенок, ну, в смысле, ты же понимаешь, что ты вырастешь прекрасного лебедя где-то бессознательно, поэтому у тебя уже есть ощущение непонимания вот этого образа жизни. А вот эти все гуси, утки и прочее говорят, что ты какой-то, извини меня, да, не пушистое чмо. Вот по третьему варианту такая история, что как будто вот мы в первую очередь начинаем подсвечивать себе свои недостатки, а мир, смотри, как бы нам показывает вообще, что все будет хорошо, да. Оставайся такой, как и есть. Ну, самой собой, ну, понятно, без вот этих вот всех там загонов. Смотри, по третьей позиции прям реально хочется себя пожалеть, и, может быть, мы много плачем сейчас, да, есть такое. 6 жезлов, да, 9 пентаклей, и при этом 7 мечей, да, то есть не того, я совсем не того для себя хотела. Хорошо, давай смотреть, будут ли изменения, потому что, опять же, не так сильно, не так много энергии у нас на это все, не так много энергии.
какие изменения нас ждут. Ну смотри, ну тут какая-то хорошая история по девятке пентаклей. Понятно, что будет повышение самооценки, и может быть, я уже, конечно, не буду говорить, что это какое-то наследство там великое получишь. Но опять же, девятка пентаклей — это карта достатка, понимаешь? Этот достаток вообще придет в твою жизнь. Ну, опять же, ощущение, что либо сама его перекрываешь, да, либо тебе что-то не договаривают относительно истинного положения вещей. Для тебя вполне возможно, знаешь, какая-нибудь закрытая информация о том, что у тебя красивая какая-то родовая история, благородная, знаешь, там род, еще что-то. Потому что я же говорю, что ты прям не вписываешь себя в ту среду, в которой ты находишься. Какая-то информация закрытая, и ты вполне возможно начнешь вот восьмерка мечей, то есть начнет уходить из твоей жизни, то есть тебе, да, придут какие-то знания. Или, например, знаешь, ты всегда тебе казалось, что ты классно поешь, но ты при этом никогда не пела. Или когда-то тебе, знаешь, запретили и сказали, что у тебя голоса нифига никакого нет. И вот здесь вот, смотри, опять открывается твой потенциал, понимаешь? Да, открывается твой потенциал. Потенциал, смотри, возможно, на какое-то творчество. То есть, может, ты, конечно, ждешь крестную фею, которая тебе раз все это подсветила. А тебе знаешь, как крестную фею дают? Тебе крестную фею дают через людей, может, в твоей жизни, события в твоей жизни. То есть тебе начинает подсвечивать твою ценность, может быть, твое предназначение. Вот оно должно быть, понимаешь? Тебе-то почему-то кажется, что никого ты не нужна, знаешь, там, на тебя все махнули рукой. На самом деле это вообще не так. На самом деле это вообще не так. Ты действительно в состоянии какого-то разочарования. Смотри, у нас с тобой как бы рыцарь, там, скажи, рыцарь чаш, да, как бы император. Вот, это действительно про то, что кто-то тебя увидит, эту несмеяну. Вот, если ты кажется, что ты будешь с этим делать. Смотри, как бы и карта силы. Вот я, конечно, не люблю такое, но у меня ощущение, что действительно крестная фея как будто тебе то ли принца какого-то подсвечивает, то ли действительно понимаешь, что ты Золушка, много пашешь и трудишься, да, и правда приходит какая-то награда, потому что здесь какой-то сказочный формат, сказочный сюжет. Да, смотри, прям перекрытая сила, то есть я не знаю, кто я, да, я не знаю, собственно, что делать, но меня вот куда-то прям тянет и зовет. Опять же, смотри, дороги могли открыться бы достаточно давно, или, может быть, тебе нужно уезжать, переезжать от тех людей, которые тебя давят, там, не любят, не признают, да, не дают тебе среду для роста, но тебе пока страшно, тебе очень страшно сделать этот очень важный шаг, где в каких-то внутренних противоречиях, которые необходимо, смотри, решить и справиться. Ну, четверка жезлов, да, по правосудию. Ну, смотри, это либо какая-то новая работа, да, это вот какая-то помощь там со стороны, может быть, или какие-то, смотри, прям новые отношения, да, действительно, которые прям по судьбе приходят для себя. Десятка пентаклей, смотри. Это, смотри, человек, который, знаешь, как он, с одной стороны, как бы не хочет семейных отношений, да, с другой стороны, ему просто не подсвечивали женщину, с кем он хочет семейных отношений. А тут как-то вот видишь, какой-то, видимо, матч там должен сложиться. Видишь, долгое время ты не видела и не понимала, кто ты на самом деле. Ну, классика жанра, знаешь. Вот это все, когда легкости не хватает, тебе кажется вообще, а кто и как вообще, как я могу что-то выстраивать взаимоотношения с миром, если мне легкости не хватает, потому что уже часто говорят, типа, что вот только на легкость там приходят изменения, да, какие-то жизненные, когда ты что-то отпускаешь, и ты не можешь, потому что у тебя большое количество контроля, а здесь прям тебя показывают вообще, что просто отколебись от себя, да, отколебись просто от себя, только вот без вот этого нытья. То есть если тебе кажется, что у тебя какая-то тяжелая энергия, а все хотят видеть рядом легких там людей, но это не совсем так, потому что, ну, всем нужно разное действительно, просто вот пока у тебя еще не было встречи своего именно человека или своих людей, которые тебя принимают такой, какая ты есть, но при этом дракон тебе прям подсвечивает, понимаешь? Давай совет возьму тебе здесь. Карта смерти, десятка мечей. Ты знаешь, какая странная история. Похорони прежние представления о себе. Похорони прежние представления о себе. Что должно уйти прям безвозвратно? Королева Пентаклей,
Паж жезлов. Знаешь, наверное, ощущение, что с тобой что-то не так, да, что с тобой что-то не так, что какое-то время прошло, или какая-то ценность твоя канула в лету, или таких, как ты, не выбирают, или еще там что-то, понимаешь? То есть вот эту всю историю нужно относительно себя похоронить, да? То есть нужно возродить себя новой, да? То есть какие энергии тебе необходимы, чтобы эти мощные изменения пришли в твою жизнь? Паж чаш, пятерка мечей. Да ты знаешь, какое-то вот непосредственность детства впустить, понимаешь? Детство. Вот то, что, оно у тебя еще прям перекрыто было, да? Знаешь, действительно, как ребенок, да, я хочу и получаю. Вот такие прям глаза, такие голубые к небу. Вот, и там, как бы, знаешь, невозможно отказать. Вот какой-то прям, смотри, прям света, наивности не хватает, да? Трогательности, какой-то нежности внутренней. Не то, что тебя это, ну, тебе просто страшно это проявлять, потому что для тебя это наивность, небезопасность, вот, и ты долгое время просто носишь маски. Изменения бы, правда, в своей жизни, ну, произошли бы, да, если бы мы чаще бы эти маски снимали бы и показывали бы себя настоящим. А так нас крайне даже сложно рассмотреть, поэтому все, что притягивается, но притягивается не наше, фейковое и совсем нам не нужное. Вот такая, в общем, позиция была у нас по третьему варианту. Да? Аккуратно начинаем снимать маски, и тогда долгожданные события, да, не начнут в нашу жизнь приходить. Вот такая история по третьему варианту. С разбором полетов. С вами была я, ваша нейроведьма.